Well, you're showing thoughtfulness, self-analysis. Задав этот вопрос, вы демонстрируете то, что вы склонны задумываться, анализировать себя. But the part we speak of self-realization and spiritual discovery. Но мы говорим, что речь идет о пути к самоосознанию, о духовном открытии. So we have to recognize that at present we're in a situation, what we conceive of as ourselves is layers of acquired prejudice and tendency. А это означает, что мы признаем тот факт, что то, что мы сейчас признаем за себя, то, что мы сейчас считаем собою, это лишь оболочки, множество слоев, оболочек, накопленных предрассудков, привычек и заблуждений. We're not truly autonomous, independent thinkers. Мы на самом деле не являемся независимыми мыслителями. So we need to overcome these prejudices. И нам нужно преодолеть эти предрассудки. By hearing from spiritual authorities that reveal truth. Через слушание духовных авторитетов, достоверных источников и священных писаний. And from one point of view, you can't have absolute certainty. И с какой-то точки зрения абсолютной уверенности быть не может. So what you're left with is your sincerity. Поэтому что вам остается, это ваша искренность, your earnestness. Ваше стремление. The saying is there no risk, no gain. Как говорят, не рискнешь, не получишь. So as a reasonable, rational person, one has to acknowledge that we have a strong tendency towards self-deception. Как разумному, рассудительному человеку, вам следует признать, что в вас, как и в каждом из нас, есть сильная склонность к самообману. Like wishful thinking. Выдавать желаемое за действительное. We want something to be a certain way, and sometimes we ignore things to the contrary. Мы хотим, чтобы все было каким-то определенным образом, и игнорируем все, что говорит о том, что реальность не такова. So we don't want to make a spiritual choice the way we choose fashion. Но мы не хотим выбирать духовный путь так же, как мы выбираем фасон платья, моду. We want it to be something permanent. Мы хотим, чтобы этот выбор был чем-то более постоянным, чем-то более долговечным. So we're advised to approach spiritual authorities. Поэтому нам советуют обратиться к духовным авторитетам. That means those who are recognized interpreters of revealed truth. К духовным достоверным источникам, а это означает те, кто способны надежным, достоверным образом интерпретировать богооткровенную истину. And in the presence of such a personality, the heart will leap up and say yes. И сказано, что в присутствии такой личности, когда мы встречаемся с кем-то таким, наше сердце наконец подскакивает, подпрыгивает и говорит: да, это оно. So our Guru Maharaj would remind us, he would say, if I do not cheat me, then no one can cheat me. Наш Гуру Махарадж напоминает нам: если я сам себя не обману, то никто меня не обманет. So main thing is to be sincere and earnest in your approach. Поэтому главное – это быть искренней в вашем поиске. Krishna says in Bhagavad Gita, as I'm approached, I reciprocate that type of approach. Кришна говорит в Бхагавад-гите: как ко мне кто-либо обращается, так я и отвечаю взаимностью на это обращение. So it's really based upon sincere, earnest hankering for a connection with
absolute truth, divinity. Поэтому на самом деле тут все зависит только от глубокой искренней потребности, от глубокого искреннего рвения, поиска связи с истиной. All right? Okay. Thank you. Can I ask more Sure, questions? of course. Конечно. У меня вопрос, касающийся кармы. My question is about karma. Даже два вопроса. Even two questions. Стоит ли нам знать нашу Should карму? we know our karma? Когда наша Because жизнь идет, when our life плохо, либо is going in a bad way, какие-то идут вещи, в общем, ты хочешь одно, но это не or получается. you want to get something but you don't get it, Карма, видно, этому because maybe karma prevents that from happening. И как узнать это? But how can I know that karma? What is that karma? What's important to understand about karma is that you have generated your karmic circumstances. Что важно понять о карме, это что вы сами породили эти кармические обстоятельства. You're responsible. Вы в ответе. Right? It's not that you're being unfairly forced into a situation. Это не то, что вас несправедливо принуждают быть в каких-то обстоятельствах. The principle is for every action, there's an equal and opposite reaction. Но принцип таков, что каждое действие влечет равное противодействие. So you're now surrounded by the reactions of former acts. И поэтому ныне вас окружают противодействия, которые явились откликом на ваши прошлые действия. Sometimes Guru Maharaj would call it the land of loan and debt. Иногда Гуру Махарадж называет этот мир миром заемов и возвратов долгов. So karmic reactions have come to collect from you. Итак, кармические последствия пришли, чтобы вы заплатили свой долг. We're told there's four stages of karmic development of karmic reaction. И нам объясняют, что есть 4 этапа развития кармической реакции или последствия. There's seeds, sprouts, blossomed, and fruit bearing. Семя, росток, цветок и плод. So when Krishna and Arjuna are discussing karma in Bhagavad Gita, Krishna begins by saying it's complicated. Когда Кришна и Арджуна начинают обсуждать вопрос кармы в Бхагавад-гите, то Кришна говорит о карме. Все сложно. Because in the midst of being surrounded by karmic reactions, you're also making real-time decisions that will bring future reactions. Потому что даже будучи окружены последствиями своих прошлых поступков, вы в реальном масштабе времени принимаете новые решения, которые в свою очередь снова дадут вам какие-то новые последствия. Then there's individual karma and collective karma. Бывает индивидуальная карма, бывает коллективная карма. So traditionally, people have they've given in charity or performed austerities or different religious rituals to deal with impending karmic reactions. И традиционно люди либо занимались благотворительностью, либо занимались какими-то аскезами, какими-то практиками для того, чтобы предотвратить или ослабить грядущие, приближающиеся к ним кармические последствия. It's like wanting God to save us from the reactions of what we've done. Но это что-то вроде попытки обратиться к Богу, чтобы Он спас нас от последствий того, что мы сами натворили. Such people are sometimes called karmis. И таких людей иногда называют карми. So they're looking for some sort of spiritual activity or practice that can save them from suffering the results of karmic reaction.
Они ищут какую-то духовную практику или какой-то иной род занятий, который позволит им спастись от грядущих кармических последствий, обстоятельств. But in Bhagavad Gita, Krishna is telling Arjuna, Sarva dharmam parityajamam ekam sharanam braja ahang twang sarva papebhyo moksha ishami masujaha. Just surrender to me and I'll absorb all those karmic reactions. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит: просто предайся мне, вручи себя мне, и я поглощу, приму на себя все эти последствия, кармические последствия. Like a fire, you can burn anything in a fire, it doesn't pollute the fire. Как огонь, огромный костер, что в него не брось, это никак не помешает огню, он будет дальше пылать. So we're told the activities of Krishna consciousness, they take the karmic seeds and fry them so that they never sprout. Подобным же образом, когда кто-то занимается чем-то в сознании Кришны, то подобное поведение человека поджаривает его кармические семена. В результате поджаренные семена никогда уже не дадут всходов. How is this possible? Как это возможно? By understanding, really, the mind is the seat of karmic activity. Нужно понять, что ум является средоточием, центром всей кармической деятельности. There's literally whatever an action is, and then there's the motive, why we did what we did. Есть буквально поступок, действие, совершенное нами, а есть мотивация, причина, почему мы сделали то, что сделали. Just like in a court of law, when they're trying to establish culpability, they need to look to the motive. Так же, как в суде, для того, чтобы определить, виновен обвиняемый или не виновен, они определяют его мотив. And that's how they determine innocence or guilt. И по мотиву уже выносят суждение, виновен или не виновен. So the only way really to get out of this cycle of action and reaction and impending karmic suffering is to move away from the conceiving of oneself as an exploiter or consumer and reconceiving oneself along the lines of a dedicating unit. Поэтому единственный способ полностью спастись от грядущих кармических последствий – это перестать воспринимать себя как единицу эксплуатации, как того, кто эксплуатирует окружающее или окружающих, а как единицу самоотдачи, самопожертвования. Like the Ukrainian hackers. Как украинские хакеры. Some of them, they go, the companies or the government say, come and work for us, then it's okay. Иногда различные большие корпорации или правительственные учреждения предлагают хакерам сделку: работай на нас, делай то же самое, но работай на нас, тогда можно. What the day before was illegal, now is okay. То, что вчера ты делал, было незаконно, а сегодня то же самое уже нормально. Because they're working for the central government. Потому что теперь они уже работают на центральное правительство. So we can reconfigure ourselves, restructure our lives in service to the central, the absolute center. Итак, мы можем изменить себя, переструктурировать свою жизнь, перестроить свою жизнь так, чтобы центром нашего существования стал абсолютный центр. Then instead of karma being binding, it's liberating. И тогда карма не будет связывать нас, но будет освобождать. Arjuna tells Krishna in the end of Bhagavad Gita, Karishe, kar, the word kar, karman, karma, karishe, bachanam dava. After he hears what Krishna, the case Krishna makes, Arjuna says, I'm now ready to do what you say. Как в конце Бхагавад-гиты, выслушав все наставления Кришны, Арджуна говорит ему «каришье вачанам тава». Кар, этот корень, указывает на действие. Карма, поступок, каришье. Я готов действовать, как ты скажешь, говорит Арджуна Кришне. So his motive has changed. То есть его мотив изменился. Sometimes, well, it would be hard to there's an English saying, aphorism, maybe there's some Russian equivalent,
a bad workman quarrels with his tools. Есть такая пословица, она есть и в английском, и в русском языке. Плохому работнику инструменты мешают. But that word tools there, and Guru Maharaj would joke and say, a bad workman quarrels with his stools. Но наш учитель Шрила Гуру Махарадж иногда, обыгрывая эту пословицу, говорил, плохой работник винит в проблемах свои экскременты. And it's kind of like a Bengali joke. Как что-то вроде бенгальской шутки. Someone's making a face, dealing with the stool, but before you're the person, the food was eaten by you produced this. And now you're objecting. Это шутка, в которой говорят, что да, тебе не нравятся твои экскременты, то, что вышло из тебя, но когда это же самое было пару часов назад, едой, которую ты поглощал, тебе то же самое очень нравилось. So it's a little more vivid example. Это чуть более наглядный пример. We've produced this substance, this situation that we find so objectionable. То есть мы сами породили ту субстанцию, то вещество или те обстоятельства, которые ныне нам не нравятся. So solution is to reconfigure yourself as a dedicating unit. И решение – это перестроить себя как единицу самоотдачи. Move from the position of a consumer to a servitor. Превратиться из потребителя в слугу. Yes. Как найти свою собственную цель, чтобы не идти чужими жизненными целями, а как найти именно свое? How can I find my own goal, not to follow other people's goal, other people's life, but something that is my own? Well, first you have to locate yourself. Прежде всего, вы должны найти себя. How much of you, as the way you are at present, is the product of the thoughts of others? Сколько вас такой, какой вы являетесь в настоящее время, является производной или продуктом мыслей других? We will be surprised if we can really candidly, honestly analyze ourselves, how much of what we think is us is really somebody else. И мы будем удивлены, если сумеем искренне и честно проанализировать себя и увидеть, до сколь большой степени то, что мы привыкли считать собою, на самом деле является произведением других. In other words, you're born into a particular socio-economic, national, religious circumstance. Иными словами, вы родились в определенных общественных, экономических, религиозных, политических обстоятельствах. Like there is this peculiar human tendency to think of the place where one was born and lived as worshipable. Есть такая примечательная особенность человека считать то место, где он родился, достойным поклонения, достойным почтения. National identity. Национальное «я». But we see national identity even comes and goes. Но мы можем увидеть, что национальная принадлежность приходит и уходит. What if you were born 40 years ago? Что если вы родились не сейчас, а 40 лет назад? What would have been your national identity? Какой национальности вы причисляли бы себя тогда? Like now there's this celebration, the Kievan Rus, the 1025th anniversary. Сейчас идет это празднование, что 1025 лет назад христианство пришло на Киевскую Русь. But what if you were born 1200 years ago? А что, если бы вы родились 1200 лет назад? Then what would have been the position? Тогда кем бы вы себя считали? This sort of thing, I mean, it's in the news, that's why I mention it. It's going on all the time everywhere. Подобные вещи, я сказал об этом 1025-летии только потому, что это сейчас в новостях, но подобные события происходят постоянно и повсюду. America's only a little over 200 years old. Америке исполнилось всего лишь 200 с небольшим лет. So American is not an eternal identity. Поэтому американец — это не вечное «я». There are not
American souls and Ukrainian souls. Не бывает американских душ и украинских душ. Like they're trying to say, the soul of the Russian people and the Ukrainian people is one. You know. Как иногда говорят, что в душе душа русского народа и украинского народа едина, души одинаковы. Everyone knows that's not true. Все знают, что это не так. So, but we could say, but spiritually, we're one. Но духовно мы едины. Whether we're Ukrainian, Russian, American, Indian, whatever, that there's some spiritual unity that's worth noting. Украинцы ли вы, или американцы, или русские, или китайцы, или кто угодно, духовное «я» одно и то же, духовно мы все едины. But when Americans made their Declaration of Independence and their Constitution and all that, there's this phrase that's famous where they say, all men are created equal. В Америке, когда писалась Декларация независимости, принималась Конституция, то была использована эта знаменитая формулировка. Там использовано слово «men», поэтому дословно это звучит так: «Все мужчины сотворены равными». This is supposed to be product of enlightenment thinking. И предполагается, что эта фраза – это продукт эпохи просвещения. All men are created equal. What about women? Все мужчины сотворены равными. А как же женщины? What about minorities? А как же меньшинства? There are many things they didn't factor in and expressing and creating this expression. Многого они не учли в этом выражении. So I like to re-express it in the 21st century context as all beings are eternally unique. Поэтому я хотел бы перефразировать эту мысль в контексте современном, в 21 веке, следующим образом. Все существа вечно уникальны. So there's only one you. Поэтому есть только одна вы. And that's an inconceivably wonderful thing. И это невероятно удивительно. There's not a second. There's just one you, one me, every one of it. Just we're all beings are eternally unique. И это невероятно, это поразительно. Есть только одна вы, нет второй, нет второго я, есть только один я. Каждый уникален и So we неповторим. want to discover our eternal uniqueness. Итак, мы хотим раскрыть, найти свою вечную Not неповторимость. temporary difference, Не временные различия, as we told these historical examples, как мы уже приводили эти исторические or how примеры. we're physically different from someone else. И не смотреть на то, как мы отличаемся от других с физической точки зрения. Those things are not meaningful in any lasting way. Все эти вещи бессмысленные в долгосрочной перспективе. Eternal uniqueness of the soul. Мы говорим об уникальной неповторимости, о вечной неповторимости души. Ascharjavat pashyati kaschideenam, Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita, if you have a glimpse of your unique soul, you'll be astonished. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: если ты увидишь хотя бы мельком, хотя бы отблеск своей души, то ты будешь поражен. And our Guru Maharaj told us, what we learned from Einstein is reality is a thing plus its potential. А Шрила Гуру Махарадж говорит нам, что мы можем почерпнуть из теории Эйнштейна, что реальность – это предмет плюс его потенциал. Like this microphone. Как этот микрофон. There's what it is as an external object. Есть этот микрофон, как он есть, как внешний объект. But it's only really a microphone when it's electrified and broadcasting. Но по-настоящему это микрофон только когда в нем присутствует питание электрическим током и когда он передает звук. When it's not amplifying sound or being used to amplify sound, in a sense, it's not realizing its potential. Когда он не используется для передачи и усиления звука, то в каком-то смысле этот микрофон не реализует свой собственный потенциал. Then it's only a shell of what it could be.
И тогда этот микрофон не более чем оболочка того, чем он мог бы быть. Our situation is something like that. И наше положение чем-то схоже. You can also use a microphone to crack nuts. Ведь микрофоном можно и орехи колоть. Say, oh, it's very good. I'm sitting here cracking nuts with it. И сказать, ой, видите, смотрите, как удобно орехи колоть. But that's not what it's meant for. Но он предназначен для другого. It's meant to be an instrument in the amplification of broadcast, amplification of sound. Он предназначен для передачи и усиления звука. So we're in the nut cracking stage. А сейчас мы еще на этапе колки орехов. We're using our heads as nut crackers. Используем свои головы как кололки орехов. But they're meant for something else. Но они предназначены для чего-то другого. To conceive the inconceivable. Чтобы постичь непостижимое. The infinite personality of Godhead. Безграничного личность Бога. I'm just interested while we're here. Did Life of Pi play here? The movie? Yes, it did. So how many people saw the Life of Pi? Скажите, вот «Жизнь Пи», говорят, здесь показывали в кинотеатрах. Кто из вас смотрел «Жизнь Пи»? All right. So then I'll use this. In that movie, if you remember, in the part of the storytelling is the person said, I'm going to tell you a story that will make you believe in God. И тогда я приведу пример, связанный с этим фильмом. В этом фильме есть эпизод, когда человек говорит, один говорит другому, я расскажу тебе историю, выслушав которую ты поверишь в Бога. And if you recall, at the end, he's telling this story to two Japanese insurance agents. И если вы помните, то в конце он рассказывает две истории японским страховым агентам. Because he wants to file a claim and get some money. Потому что он хочет подать заявление в страховую компанию и получить деньги. So the actual story, those agents say, this is unbelievable. И реальная история, которую он рассказывает, на нее агенты говорят, это просто невероятно, невозможно поверить. And since your story is unbelievable, we couldn't give money for that. И поскольку в вашу историю невозможно поверить, за это мы не можем He выплатить says, well, I could tell страховку. you another story Он говорит, ну, могу рассказать другую историю, that's believable. в которую легче поверить. And then he tells that story and they say, all right, yeah, now they write it down. We could give you something for that. И рассказывают вторую историю, они говорят, да, вот в это мы можем поверить, за это мы заплатим. But then he says to them, А потом он им говорит, of the two stories, which one do you prefer? из этих двух историй, какую вы предпочитаете? And they say, we prefer the unbelievable one. Они сказали, нам больше нравится невероятное. That's why he said in the beginning, I'm going to tell you a story that's going to make you believe in God. Вот почему в самом начале он сказал, я расскажу вам историю, выслушав которую вы начнете верить в Бога. The story of God, in a sense, is unbelievable, inconceivable. Ведь история, связанная с Богом, она в каком-то смысле всегда невероятна. The so-called rational narrative of science is believable. А так называемые рациональные рассказы науки вполне легки для понимания. But not preferable, at least to us. Но не предпочтительны, по крайней мере, для нас. We prefer the inconceivable story of God. Нам больше нравится невероятная история, где есть Бог. We see things within the world that have inconceivable potency. Даже в этом мире мы видим какие-то вещи, явления, обладающие невероятным могуществом. Like the sun, gems, other things. Например, солнце, драгоценные камни и другие вещи. So we don't have a problem attributing inconceivable potency to the source of such things. И поэтому для нас нет проблем утверждать, что источник, первоисточник всего этого обладает невероятным могуществом. But divine revelation is variegated. Но божественное откровение бывает разным. People are perceiving differently simultaneously.
Люди одновременно одно и то же видят по-разному. It's like it's gonna be a late sunset tonight. Как сегодня вечером наступит время, когда будет поздний глубокий закат. But if we had like a Skype conference call to people in different parts of the world, simultaneously, someone, we could say, what do you see? Describe what you see. Someone could say, I see a beautiful sunrise. И если бы в это время мы устроили скайп-конференцию с несколькими участниками, находящимися в разных уголках мира, и попросили их описать, что они видят, кто-то мог бы в это же самое время, когда у нас закат, сказать, я вижу прекрасный рассвет. Simultaneously, someone in another location would say, oh, I'm seeing the most beautiful sunset. А кто-то, живущий в другом месте, скажет, а у нас красивый закат. Another person said, oh, the blazing noon sun is overhead. А кто-то скажет, а у нас пылающее солнце прямо над головой, полдень. Someone else saying, it's pitch black, it's totally dark here. А кто-то скажет, чернота непроглядная, полная, глубокая ночь. Which one is saying something truthful? Кто из них говорит правду? All of them. Все. Even though the expressed truth apparently contradicts what someone else is saying. Даже хотя выражение истины каждому из них противоречит тому, как выражают истину другие. Depends upon perspective. Это зависит от точки зрения. Right? So if such things are possible with a mundane object like the sun, then what to speak of God, divinity, the infinite? И если такое возможно даже с материальным объектом, таким как Солнце, то что уж тогда говорить о Боге? Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yes. In Christianity, there is a saying meaning something like you will get according to your faith. As you believe, you will get. So is there any parallel saying in Vaishnavism? Can we say that it is true in the sense that if someone believes in eternal hell, he will get what? Eternal heaven, he will get that. Eternal heavenly planets, he will get those, etc. Well, that's a general saying, and then there's some specific, how would you say, qualifiers. Есть общее высказывание, а есть конкретные обстоятельства, оговорки. So in Bhagavad Gita, Krishna says, Ye tamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. As you surrender to me, I reciprocate that. В Бхагавад-гите Кришна говорит, как ты предаешься мне, так я отвечаю взаимностью. Right. So that accounts for a wide variety of different types of approach. И этот ответ вмещает в себя множество различных подходов, объясняет множество различных And ситуаций different results. и описывает разные результаты. Right. Right. We were discussing earlier the concept of currency, plurality of currencies. Мы немного раньше, там на улице, в беседке, пару часов назад, обсуждали концепцию валют, различных видов денег. There's dollars, euros, hryvnia, rubles, yen. Бывают доллары, гривны, рубли, иены и прочее. Each one of them has its value. Каждая из валют обладает ценностью. But they're not one-to-one. Но они не обмениваются один к одному. And you could also, as a side point, say, each one of them might be, in local context, synonymous with money. И в скобках можно заметить также, что каждая из них в каком-то местном контексте, в каком-то своем месте может стать синонимом понятия денег вообще. Where they're predominantly in use, they're synonymous with money.
где в основном используется какая-то определенная валюта, то там название этой валюты становится синонимом денег. So where some religious tradition, conception is predominant, it becomes synonymous with God, divinity, etc. Также, если в каком-то месте какая-то религиозная концепция становится преобладающей, наиболее распространенной, то она становится более или менее синонимом представлению о Боге, религии и так далее. So recognizing a plurality, that's a progressive step. Признание плюрализма мнений – это хороший шаг вперед. But what comes next is gradation. Но следующим шагом должно стать принятие различий между ними. Like with the currency, to measure its relative value, you need to know an absolute value to measure it against. Так же, как в случае валют. Для того, чтобы понять, по какому курсу они обмениваются между собой, нужно сравнить их с абсолютным эталоном. Right? So when you know absolute value, you can measure relative worth. И если вы знакомы с абсолютным эталоном ценности, тогда вы можете оценивать относительные ценности валют. So when it comes to theistic systems, to measure their relative worth, we need to know the absolute standard. Также, когда речь заходит о религиях, о представлениях о Боге, нам необходим абсолютный эталон, в сравнении с которым мы сможем понять относительную ценность тех или иных воззрений. One Christian theologian said Christianity is on the verge of a Copernican revolution. Один христианский богослов как-то сказал, что христианство ныне находится на пороге Коперниковой революции. Just before Copernicus, people subscribed to the geocentric conception that the Earth was at the center and the Sun and so many planets were orbiting the Earth. Как до Коперника, люди в основном были убеждены в верности геоцентрической системы. То есть считали, что Земля находится в центре Вселенной, а Солнце и другие планеты обращаются вокруг Земли. And Copernicus introduced the heliocentric conception, saying it's a solar system and the Earth is one of many planets orbiting the Sun. Но Коперник представил гелиоцентрическую систему, в которой Солнце находится в центре, а Земля – это одна из других планет, которые все, каждая из них обращаются вокруг Солнца. So this Christian theologian said, Christianity is on the verge of a Copernican revolution. И тот христианский богослов высказал свое мнение, что ныне христианство находится на пороге Коперниковой революции. We've thought up to this point, this is the central truth and so many orbiting. He's saying, actually, what we'll understand is, it is one amongst the plurality orbiting a central absolute truth. То есть до этого мы считали, что вот наше воззрение – это центр, а все остальные хороши только до той степени, до какой они близки к нам. Но ныне мы близки к пониманию, принятию того, что есть центральная абсолютная истина, а мы – одна из различных концепций, которые обращаются вокруг абсолютной истины. So what's the absolute standard to measure the relative worth of a theistic system? Каков же этот абсолютный эталон, используя который можно судить об относительной ценности взглядов на Бога? In Sanskrit, it's called rasa. На санскрите его называют раса. And rasa in this context means loving intimacy. И в данном контексте можно перевести как близость любовных отношений. To the degree that a theistic system accommodates, promotes, allows for loving intimacy with the Supreme Personality, То есть, it demonstrates superior qualities and characteristics. до какой степени система религиозных взглядов, представлений о Боге допускает и способствует развитию близких, интимных взаимоотношений с Богом, до той степени она демонстрирует свое высочайшее положение. A woman in this world can be a daughter, a sister, a friend, wife, mother. Женщина в этом мире может быть одновременно и дочерью, и женой, и сестрой, и подругой, и матерью, и дочерью, всеми этими ролями. Which relationship is the best? Какие из отношений лучше всех? The
the beloved in each case, they may say, oh, best is being mother of the child or sister or friend, the lover, husband. They can all say, we like our position. И каждый из них в своей роли может сказать, что мне нравится, что я любимая жена, или любимая мать, или любимая дочь, или кто-то еще. Каждый из них вправе сказать, что мое положение, мои отношения самые лучшие. Religion, for the most part, is focused on one relationship between God and the soul. Религия, по большей части, сосредоточена на одном отношении, а именно отношении или отношениях между душой и Богом. Awe and reverence. Преимущественно в духе благоговения и почтения. This is across the board. This is in common in practically every religion in the world. С начала и до конца, куда ни гляньте, практически в любой религии, что только существует в мире, все ограничивается благоговейным, почтительным, отдаленным отношением к Богу. That's not incorrect, И это не ошибка, but it's not everything. но это еще не все. It's not a full representation of all the possible loving relationships one can have with God. Это еще и не полное представление того, каковы различные формы любовных взаимоотношений между душой и Богом. So Krishna conception comes with the full spectral range of loving relationships. И Кришна-концепция приходит, предлагая полный диапазон, полную палитру полных любви, взаимоотношений с Богом. Like I heard Putin was in Kiev. Я слышал, что Путин вчера был в Киеве. And we know he'll come with his security detail. Мы знаем, что он всегда приезжает вместе со своей охраной. Now, maybe he will come to this festival. We don't know. Кто знает, может быть, он даже на этот фестиваль приедет. But if he did, the security detail would come. We'd all stand up and show some respect. Но если бы он и правда приехал сюда, то пришла бы его служба безопасности, и мы все, разумеется, в знак уважения встали бы, приветствуя его. That would be appropriate and natural. Это было бы уместным и естественным отношением. But we might observe in the security detail, they have some familiarity, more intimacy in their relationship. Но, взглянув на поведение службы безопасности, мы бы заметили, что их отношения с Путиным более близкие, в них присутствует большая близость, даже фамильярность. Or he might come with some of his friends from Petersburg. А может быть, он мог бы приехать с кем-то из своих питерских друзей. Who they remember each other when they were teenagers or in college. И они дружат еще со времен института, когда были подростками. And there would be increased intimacy. И между ними была бы еще большая близость отношений. Among the friends. Между друзьями. And what might be appropriate for them might be inappropriate from someone in a lower position. И то, что уместно для друга, может быть неуместно для того, кто занимает более низкое положение. So the friends can joke. Друзья могут подшучивать. About past times. Напоминать о прошлых временах. And it's a source of delight. It's not offensive. И это не обижает его, это радует. So then, yes, used to have a wife. Ну, у него, я хотел сказать, есть жена, была жена. Don't worry, he'll get another one soon. Не волнуйтесь, скоро новая будет. And so then you have the wife relationship. И так есть отношения между мужем и женой. And then, of course, mother. И, конечно же, есть мама. The mother of a prime minister, president, whoever, the mother can come in, grab him by the ear and say, listen to your mother. И кем бы ни был сын, мать всегда может прийти к нему, даже если он президент, премьер-министр или кто угодно, и взять его за ухо и сказать: так, сынок, послушай. And you have to listen to your mother. И вам придется выслушать свою маму. Not because it's the law. Не потому что закон велит. It's written in a book somewhere that you have. Или в какой-то книжке сказано. It's because of love and affection. Но из-за любви и нежности. That's greater power. Это большая сила. But what we'll see in this analysis, I'm just giving an example, is that when there's increased intimacy, the presidential majestic aspect
is eclipsed and goes into the background. It becomes suppressed. Это всего лишь пример, но уже из этого примера вы можете увидеть, что чем о более близких взаимоотношениях мы говорим, тем в большей степени тот факт, что этот некто является президентом или каким-то еще высоким лицом, постепенно уходит на задний план и становится несущественным. Same thing in Krishna conception. То же самое в Кришна-концепции. When there's increased intimacy from the on-reverential position of a servitor to a friend, familial affection, etc., the majestic aspect of divinity becomes suppressed and goes to the background. Чем о более близких отношениях мы говорим, переходя от отдаленных благоговейных отношений к отношениям друзей, к родительской опеке, к отношениям возлюбленных, тем в большей степени мы видим, что аспект отношения к Богу как к Богу, к кому-то величественному первоисточнику всего отходит на задний план и становится несущественным. So we're back to the beginning of your question. И тут мы возвращаемся к началу вашего So if вопроса. someone treats him just like a friend, Если кто-то относится к Богу not как к thinking, oh, другу, he's God. No, just I like him. не говорит о нем, о, он Господь, а просто он друг, он мне нравится, He'll deal with them with friendly, loving affection. то Господь ответит ему дружеской любовью. We have a center in Milano, Italy, near a place called Como. У нас есть центр в Италии, рядом с городом Миланом, там есть городок под названием Комо. And the American actor George Clooney, he wanted to live in Como. It's a beautiful place. Американский актер Джордж Клуни захотел переехать в Комо. Это очень красивый город. So, but he met with the people and said, I just want to be like one of you. И приехав туда, он встретился с людьми там и сказал: я хочу жить как один из I вас. don't want to be treated like a big Hollywood movie star. I just want to be one of the citizens of Como. Я не хочу, чтобы ко мне относились как к большой звезде из Голливуда. Я хочу быть одним простым рядовым жителем Комо. They naturally agreed. Они, разумеется, And согласились. his happiness was to get free from all of the adoration of Hollywood. А для него счастье – это избавиться от всего этого благоговейного отношения как к голливудской And звезде. move freely like an ordinary person. И жить свободно, как простой человек. So part of the beauty of Krishna conception is the infinite moving amongst the finite as if he's one of them. И один из аспектов красоты Кришна-концепции – это что безграничный Господь живет среди ограниченных живых существ, как будто бы один из He них. says, if my beloved is chastising me, I find that so sweet, I can't concentrate on the Vedic hymns of adoration. Он говорит: если моя возлюбленная ругается на меня, то мне кажется это настолько мило, что, слушая это, я забываю слушать даже благоговейные гимны Вед. So generally we're focused on what God can do for us, Обычно нас интересует, что Бог может сделать для whether нас. it's becoming free from karmic reactions or other things. Хотим ли мы свободы от кармических последствий или чего-то еще. But the hallmark of devotion and Krishna consciousness is the devotee doing something for God, for Krishna. Но отличительная черта преданности в сознании Кришны – это желание преданного сделать что-то, чтобы Кришна был счастлив. That's love and affection, Вот это любовь и нежность. and devotion is seen where the infinite comes under the control of the finite. И мы узнаем преданность по такому признаку, когда безграничный становится подчинен ограниченному. Just like our military example, some general, maybe he's got his finger on the nuclear button. Как если привести военный пример, может быть какой-то большой генерал, и его палец может лежать на ядерной кнопке. He can destroy a country and all the people in it. Он мог бы уничтожить целую страну и всех ее But when обитателей. he goes home, maybe his little daughter comes and grabs him by the finger and pulls him around the house like a puppet. Но когда он приходит домой, там его, быть может, ждет маленькая дочка, которая берет его за тот же самый палец и водит его за собой, как щеночка. Because of love and affection. Он идет за ней, потому что в ней есть любовь и нежность. So it's something like that. Что-то вроде этого. That even a drop of genuine love and affection in the heart of a tiny finite soul is such a valuable thing.
the Supreme Lord, the Infinite, consents to be controlled by that love. Даже капля подлинной любви и нежности в сердце крохотной души обладает такой силой, что, увидев ее, почувствовав ее, даже безграничный Господь с радостью подчиняется любви этой души. Yes. Вопрос. Не могли бы вы рассказать подробнее о том, что нас держит привязанными к материальному миру? As we're repeatedly seduced by the concept that we'll find fulfillment here. То, что снова и снова нас соблазняет идея, что мы найдем в этом мире свое счастье. We're thinking, repeatedly we're seduced by the notion that acquiring, controlling, and consuming things that are lower than us will make us happy and fulfilled. Снова и снова мы становимся жертвой этого соблазна, а именно мысли о том, что накапливая, потребляя, управляя предметами, которые ниже нас по природе своей, мы обретем счастье. And we need to reconfigure ourselves along the lines of understanding, I'll find fulfillment, satisfaction by offering myself in service to something higher than me. Нам нужно перестроить себя в соответствии с представлением, что подлинное счастье и удовлетворение я обрету, если научусь служить тому, что выше меня. That's the devotional project. Это подход преданных. What should be our relationship with that which is higher? Ведь какие отношения могут связывать нас с тем, что выше? But submission, offer oneself in service. Только смирение, когда мы предлагаем себя в услужение. Yes. Возможно ли как родителям для их же блага, чтобы они не знали, что если есть проблема, они очень сильно переживают и не верят? Is it allowable to lie to parents for their own benefit? For example, if one has some big Definitely, problems. yes. Определенно да. What's the example? If one has some problems and doesn't want to disturb them. Right. Да, Do it all верно. the time. Всегда так поступайте. It's the only way you can have a peaceful relationship with your parents. Это единственный подход, благодаря которому можно установить мирные отношения со своими родителями. You'll be surprised how much they've lied to you. Вы удивитесь, если узнаете, как много они врали вам. Or concealed the truth. Ну или, так скажем, скрывали правду. So, my mother is going to be 94. Моей маме скоро будет 94 года. And each year she reveals a little bit more of things that were concealed in the past. И с каждым годом она приоткрывает какие-то тайны, которые были скрыты в прошлом. I can understand why. И я понимаю, It почему. would have been disturbing to hear those things before. Если бы я тогда услышал всю правду, меня бы это очень взволновало. And I can understand that it's not necessary to tell her every relative truth about my own life. И я также понимаю, что нет необходимости рассказывать ей все до единой относительные обстоятельства, истины, касающиеся моей жизни. There's a famous blues song by B.B. King, the venerable B.B. King. Есть знаменитая песня, блюз-песня почтенного B.B. Let's Кинга. see if you can translate this. But he says, there ain't no one loves me but my mama, and sometimes I think she could be jiving me too. Means not telling the truth. И там есть такие слова, которые, простите, поэзию, к сожалению, сложно передать поэтично, но смысл таков. Я думаю, что никто меня не любит по-настоящему так, как моя мама, и мне кажется, даже она иногда не говорит всей правды. And my mother doesn't laugh at many things. И моя мама над многими вещами не смеется. But when I told her this once, she started laughing and couldn't look at me.
Но когда я однажды процитировал ей эти строки из песни, она начала смеяться и просто не могла остановиться. Does that mean she doesn't love me? No. Означает ли это, что она меня не любит? Нет, Like, конечно. I have a video of a little kid, his mother took, and what he's saying is so shocking. She like put it on video. Said, "Can you say that again?" And he said, "I only like you when you give me cookies." Как есть видео такое, когда мама записала своего ребенка. На видео он была настолько потрясена, что просила его повторить это для камеры. И и ребенок честно ей признается: «Я тебя люблю, мама, только потому, что ты мне даешь печенье». And he's a child. He doesn't know how to lie yet. Он ребенок, он пока еще не научился врать. So she said, "That's the only time?" And he said, "Yes." И она говорит: «Так ты меня любишь только когда я тебе даю печенье?» И он отвечает: «Да». And he has cookies all over his mouth. И при этом у него весь рот в печенье. And then his mother says, "Well, but I love you." И мама ему говорит: «Но я тебя люблю». And he says, "I love you too, but I don't like you all the time." И он ей говорит: «Я тебя тоже люблю, но я не люблю тебя все время». So I think it's true. И я подумал, что это правда. But there's a Vedic saying, says, "Speak the truth and speak it pleasingly." Но есть ведическая пословица, которая гласит: «Говори правду, но говори ее приятно». Don't speak an unpalatable truth. Не говори неприятной правды. Don't tell pretty lies. Не говори приятной лжи. Now, when Guru Maharaj, our Guru Maharaj, he's someone who is like, you could say, honest to a fault. И наш Гуру Махарадж — это человек честный настолько, что, быть может, даже слишком честен. Incapable of lying. Он просто не способен солгать. And he once said that he made a vow, like, from this moment, I will always and only speak the truth. And he said, and the world became like a ball of clay in my hand. И он рассказывает, что однажды он принял для себя обет, пообещал себе, что отныне я всегда во что бы то ни стало буду говорить только правду. И он говорит: когда я принял этот обет, то весь мир для меня превратился в игрушку в моей руке. So if he hears something, it could be in Bhagavad Gita, it could be in the Vedas, the scriptures, he's so honest, he'll say, I had a problem with that. I heard this, what's expressed there, and I had a problem with it. Embracing that concept. И он настолько честен, что рассказывает даже, что когда я услышал вот эти слова из Бхагавад-гиты или другого ведического писания, то эти слова я не мог принять поначалу. Мне было очень сложно принять эти слова писаний. Because it said, don't speak an unpalatable truth. И в этом случае ему было тяжело принять эту часть ведического высказывания: «Не говори неприятной правды». And he said, I felt, just speak the truth no matter what, and accept the consequences. Он рассказывал: «Мне казалось, я был убежден, что правду нужно говорить любой ценой, во что бы то ни стало». But it's revealed truth, it's divine knowledge descending in this world, and it's saying, don't speak an unpalatable truth. Но тут он столкнулся с божественной истиной, которая не зашла из высшего мира, и эта истина говорит ему: не говори неприятной правды. So he just sort of kept that on the shelf for many years, thinking about it from time to time. И он, образно выражаясь, отложил это высказывание на полку, продолжая размышлять над ним на протяжении многих лет. But then Krishna conception fully expressed itself in his heart. И затем Кришна-концепция полностью выразила себя в его сердце. We're told, we hear these Vedic sequence of terms sometimes. Sat, Chit, Anandam, Satyam, Shivam, Sundaram. So the highest conception of the truth is Anandam. Sundaram means love, beauty, charm, sweetness, happiness. Мы часто слышим эти последовательности, эти наборы из трех понятий на санскрите: сат, чит, анандам или сатьям, шивам, сундарам. То есть утверждается, что высочайшая концепция, вершина всего — это анандам, блаженство, или сундарам, красота, очарование, сладость, любовь. Satyam is generally translated as truth.
Сатьям обычно переводят как истина. Shivam, auspiciousness. Шивам как благо. Sundaram, beauty. А сундарам красота. But by extension, ananda means love. Но в широком смысле анандам любовь. So he understood through deep meditation that love is the highest expression of truth. Итак, Шрила Гуру Махарадж осознал через долгие размышления, что любовь – это высочайшее проявление истины. It's out of love that a mother names her blind child Padmalochan, lotus eyes. Движимая любовью, мать может назвать своего слепого ребенка Падмалочан, лотоса Оки. Objectively speaking, people might say, he's blind. С объективной точки зрения люди вправе сказать, какой лотоса Оки, он слепой. But her love and affection is concealing the defects. She's saying, no, he has such beautiful lotus eyes. Но благодаря своей любви и нежности она говорит, нет, на самом деле его глаза прекрасны, как лотосы. So Guru Maharaj came to the conclusion that mercy is above justice. И так Шрила Гуру Махарадж пришел к заключению, что милость выше Don't справедливости. speak an unpalatable truth. Не говорите неприятной правды. Love can conceal all deficiencies. Любовь может скрыть все изъяны. And Shakespeare in Merchant of Venice says, the quality of mercy is not strained. It droppeth like the gentle rain from heaven. И Шекспир в «Венецианском купце» писал строки о том, что качество милости таково, что ничто ее не ограничивает. Она снисходит, стекает с высших миров, подобно дождю. If not for the quality and concept of mercy, there's no hope for any of us. Ведь если бы не идея милости, милосердия, то у всех у нас нет надежды. So Guru Maharaj is saying, mercy above justice, heart above intellect, beauty over power. Итак, Гуру Махарадж говорит, любовь выше справедливости, милосердие выше справедливости, красота выше силы. Somebody here? Yes. Существуют разные виды энергии. Душа – это есть какой-то вид энергии, какой конкретно или какие разные виды, и с какими энергиями работаете вы? There are different kinds of energy. So is the soul some kind of energy? If yes, then of which kind or of what kinds? Of what kind of energy are you working with? Yeah, Krishna tells Arjuna in the Bhagavad Gita, there's inferior energy and superior energy. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что есть низшая энергия и высшая энергия. Saying the material world, the objective world, is inferior energy. И говорит, что материальный мир, объективный мир состоит из низшей энергии. But there's a superior energy, which are the jiva, the living being, soul, that's driving the objective world. Но далее он говорит о высшей энергии, которой принадлежит также и душа или джива, которая управляет материальным миром. You talked about different relations like friendship or conservatory, etc. But in books of Srila Siddhar Maharaj, he's saying that we should start from awe or reverential position, and then, if Lord desires, then He will make us closer if He desires so. So, what kind of relations we should start from? What we feel? Well, what we need to understand is they're all different types of service. Прежде всего, необходимо понять, что все различные отношения, о которых шла речь, это разные виды служения. And at the basis is what we call dasya rasa, or servitude. И
фундаментом всех их является дасья раса, отношение служения. Just being a friend is a higher type of service, but it's still service. И быть другом — это более высокого вида служения, но все-таки это служение. But it's true, our focus is on, as aspiring servitors, is servitude. Но это правда. Мы, как те, кто стремятся стать слугами, прежде всего обращаем свое внимание на отношение служения. So the devotee sets their sights on the least aspect of service. Поэтому преданный всегда стремится к самому наименьшему аспекту служения, к самой низкой роли. And as you say, Srila Guru Maharaj, Krishna may have some other necessity. И, как говорит тот же самый Шрила Судхир Махарадж, у Кришны могут быть другие потребности. So sometimes he gives a nice example, said, that world we aspire to is the guru world. Иногда он приводит такой замечательный пример. Тот мир, в который мы стремимся войти, это мир гуру. Where even the soil is your superior, is your guru. И там даже земля выше вас по природе. Каждая пылинка ваш гуру. So how can you walk there? Как вы можете идти, ступать ногами по ней? Only out of the necessity of service. Только когда это необходимо для служения. So service has to be at the basis of any genuine, legitimate relationship with Krishna. Поэтому служение должно лежать в основе любых настоящих, подлинных взаимоотношений с Кришной. And when we speak of those things, that we should point, that's in a liberated position. И когда мы говорим об этих вещах, следует также заметить, что речь идет об отношениях, которые возможны в освобожденном состоянии. But we have to at least know that that possibility, that prospect, that potential is there and realizable. Но нам следует хотя бы знать, что подобный потенциал, подобные отношения возможны, мы можем реализовать его. Otherwise, people will falsely conclude the only place where these type of loving sentiments can be expressed is in the mundane world, if there's no spiritual possibility. Иначе, если бы подобные духовные, полные любви взаимоотношения были бы невозможны, то люди пришли бы к ложному заключению, что единственное место, где возможны полные любви, нежности, взаимоотношения, это материальный мир. Yeah, I think it's prerequisite. Well, that's what I just said, in essence, actually. Any other question? Есть ли еще вопрос? Yes. How father's or mother's karma affects the child? Well, if the principle is for every action, there's an equal and opposite reaction, then that can be factored in understanding why a child is born to a particular set of parents. Если каждое действие влечет равное противодействие, то учтем этот фактор и поймем, что есть определенные причины, почему этот ребенок родился именно у этих родителей. So it's not an accident. Это не случайность. In fact, it's a perfect arrangement. На самом деле, все устроено совершенным образом. Remember, the child is also a soul in stature equal to that of the parents. Помните, что ребенок это тоже душа по положению, не уступающая родителям. They're only in a elementary stage of life form expression. Просто в этом своем рождении, в смысле своего тела, они еще дети. So they're responsible for their karmic circumstances. The parents are responsible for theirs.
Поэтому дети несут ответственность за свои кармические обстоятельства, а родители ответственны за свои кармические обстоятельства. Still, there's some obligation. Но все же есть родительский долг. We discussed this earlier. Material education, spiritual education. И мы говорили уже об этом раньше. Дать материальное образование, духовное образование. Common sense things. Здравый смысл, обычные вещи. But they are, autonomous agents. Но дети, в принципе, независимы. And that'll be expressed in time. И со временем это выразится. Yes. Yes. Could you tell what qualities a true spiritual teacher must have or should have? Faithful to their teacher. Он должен быть верен своему учителю. How can we recognize true spiritual teacher? Well, there are the scriptures, revealed truth. Есть Писание, то есть истина откровения. Like Bhagavad Gita and other spiritual literature. Такие как Бхагавад-гита и другие писания. By reading that, we get some impression who is a genuine spiritual teacher. Прочтя их, мы получим какое-то представление, каков подлинный духовный учитель. Then approaching that person, they will reveal to us the meaning of the scripture. Затем, когда мы обратимся к такому человеку, то он окажется в состоянии разъяснить нам смысл, внутренний смысл Писаний. So they work in tandem. Поэтому они работают в тандеме. Scripture and living scripture. Писание и живое Писание. But we may, and this assumes we're talking about people who are authentic. И это все, вся эта дискуссия подразумевает, что мы говорим о подлинных, о существенных людях, у которых, по крайней мере, у самих есть подлинная духовная связь. In India, Gandhi at one point thought it was in the best interest of India and Indians to only buy khadi, the type of hand-spun village cloth. В Индии Махатма Ганди в какой-то момент решил, что в интересах Индии и индусов будет, если все индусы будут покупать только так называемые кхади. Это ткань, сотканная на домашних станках, в домашних условиях ручная работа. And avoid buying mill factory-made British cloth. И перестанут благодаря этому покупать ткань, сделанную на производстве на станках Британской империи. So people started doing that. Then the British learned how to imitate khadi. Когда индусы начали так и делать, то британцы научились имитировать, подделывать грубую ткань кхади. So the people were confused. Люди запутались. So Gandhi started the Khadi Sangha, an association that would have a stamp and saying, only if you see this stamp do you know it's real, it's genuine. И тогда Ганди основал Кхади Сангу, то есть общество, штамп которого мог появиться только на настоящей ткани кхади. И он говорил, если вы видите наш знак, нашу печать, то тогда эта ткань настоящая ткань домашнего производства. So we have a system. Так у нас есть система. Sampradaya. Называется сампрадая. Authorized tradition. Уполномоченная традиция. And those who are initiated in that tradition and have some recognition from the spiritual adepts of the tradition. И мы говорим о представителях этой традиции, то есть о тех, кто сам получил инициацию от представителей этой традиции. So those who are aspiring for a legitimate connection, they'll hear from authorized agents of the Absolute. И тот, кого интересует настоящая связь с Богом, он начнет слушать различных подлинных представителей Бога, посланников. Then one particular agent, their heart resonates
sympathetically. И услышав одного определенного из представителей, он почувствует, что его сердце отзывается в такт. Hridayena vinugyato yodarmastani bodhata. The heart leaps up and says yes. It recognizes its own wealth. Когда сердце подпрыгивает в радости и говорит: «Да, это мое», сердце узнает свое собственное сокровище. But as we discussed earlier, we have a strong tendency towards self-deception. Мы уже говорили чуть раньше, что в каждом из нас есть сильная склонность к самообману. So we shouldn't be overly confident in our own judgment or assessment of things. Значит, не следует питать излишней самоуверенности в собственных суждениях. So we approach reliable authorities. И поэтому мы обращаемся к надежным представителям. And hearing from them, and ultimately the heart resonates sympathetically and says yes. Мы слушаем различных уполномоченных представителей, на кого-то из них наше сердце отзывается и говорит «да». Yes. У меня есть друг, христианин, и не очень любит, конечно, служение Кришны. Вот, и как-то раз он меня спросил, зачем знать вот это все, какого цвета делает Бога, как он выглядит, сколько у него рук, зачем знать какие-то подробности о нем. Что можно было бы ответить на такой вопрос? One, my friend, is a Christian. Obviously, they don't like too much Christian consciousness. Then once he asked me, why do you need to know such details as what color is of God's color or God's body, or how many arms he have, or what is his details of his life? Why do you need? What would be a good answer to that? Why do people have these expectations on Facebook? А почему люди, когда знакомятся на Фейсбуке, ожидают примерно того же самого? They want to see what somebody looks like, Они what their хотят, likes are, their dislikes, their interests. их интересует, как выглядит человек, с которым они хотят пообщаться, каковы его интересы, что ему не нравится. How can you talk about loving God but having no idea what God looks like? Как можно говорить о том, чтобы полюбить Бога, если вы не имеете никакого представления о том, как Он выглядит? Usually, the object of our love and affection, we want to know everything about them. Обычно, если у нас появляется объект нашей любви, нежных чувств, то мы хотим знать все, что можно о нем или о ней. In this world, when people fall in love with one another, they want to know every last detail. В этом мире, если человек влюбляется, то он хочет знать все о своем объекте любви. And in fact, if they don't want to know, their position is suspect. И на самом деле, если человек не хочет знать каких-либо подробностей из жизни объекта своей любви, то это вызывает подозрение. So it's a very natural thing. Это очень естественно. It can be unnatural if somebody presses for intimate details. Это может быть неестественно, если кто-то с нажимом спрашивает о деталях интимной жизни. But it's natural. Но в целом такой интерес естественен. If Christians say, man is made in the image and likeness of God. Христиане говорят, человек сотворен по образу и подобию Божьему. Human-like appearance. То есть человекоподобный облик. That's Krishna conception. Это Кришна Not концепция. 4 arms, 10 arms, 1,000 arms. Не 4 руки, 10 руки или 1000 руки. Those are lower forms. Это более низкие формы. When Krishna shows the Virat Rupa to Arjuna in Bhagavad Gita, the universal form, thousands of Arjuna is fearful. Когда Кришна показал Арджуне в Бхагавад-гите свою Вират-рупу, вселенскую форму с 1000 рук и прочим, Арджуна испугался. Then forearm Vishnu form. Потом Кришна показал себя как Вишну, And Arjuna четырехрукого. starts becoming calm. Арджуна начал успокаиваться. But then at last it says Somya Rupam, means his beautiful form. Но, наконец, Арджуна просит, покажи мне свою Саумья-рупам, прекрасный облик, Reality the beautiful. прекрасная реальность. Two-armed, human-like Двурукий облик, подобный человеку. And he tells Arjuna, actually,
this is the most intimate form of God. И Кришна говорит Арджуне, вот этот мой облик, это самый сокровенный облик Бога. That the great spiritual realized souls are forever eager to have a glimpse of. Великие, освобожденные, мудрые души мечтают увидеть хотя бы мельком этот мой облик. So it's been described, aprakrita lila. The word aprakrita means appears to be mundane, but is not. Это называется апракрита лила. Слово апракрита означает то, что кажется материальным, но не материально. Human-like, but divine. Как бы похож на человека, но Господь. The suppressed majesty of divinity. Скрытое великолепие Бога. Ostentatious displays of Aishwarya, or majestic aspect of divinity, that is a lower concept. Когда великолепие, величие Бога проявляется в открытую, это тоже существует, но это более низкие формы Бога. For some people, they need to see the king with a crown on a throne with a scepter. Некоторым людям увидеть царя, значит увидеть того, на ком одета корона, со скипетром, с державой и так далее. That's formal king. Это формальный облик короля. What about the informal king? А как насчет неформального короля? Without the crown, without the throne, without the scepter and all those royal trimmings. Без короны, без трона, без скипетра и всех остальных атрибутов. So more intimate and personal. Более близкие, личные отношения. So the same thing applies. То же самое касается этого. Yes. Как посоветуете найти свою истинную путь в этой жизни, без отношения среди выгодных совершений? How would you advise to find one's true path, one's destiny in the middle of all the gray and boring daily life? Is the belief that if you're sincere for a connection with the ultimate and absolute reality, He will descend in your boring, gray, dull circumstance and connect with you. Верьте, что если вы искренне в своем желании обрести связь с истиной, с высшей реальностью, то эта высшая реальность снизойдет и явит себя даже посреди ваших серых, скучных будней. But you've got to make yourself a proper receiver. Но вы должны стать подходящим приемником. Just like the Wi-Fi and cell phone signal. Как Wi-Fi или сигналы мобильных телефонов. It's everywhere, but you need a proper receiver. Сигнал-то везде, но нужен приемник. Then so much can appear before you. И тогда столь многое может открыться перед вами. So we're only limited by our prejudices and stereotypes. Нас ограничивают только наши предрассудки, стереотипы. So faith, cast your faith towards the infinite, and then prepare yourself what will come in response. Поэтому вера, направьте свою веру на безграничное и приготовьтесь получить ответ, который придет к вам. Yes. Как самым лучшим образом помочь человеку, который испытывает грусть и не может с чем-то свариться, ну, близкому человеку? Как ему помочь? What is the best way to help to someone close to you who feels grudge or who feels pain about some situation and can't deal with it? Well, there's temporary relief and permanent relief. Помощь временная и помощь вечная. If you want to really help them, you need to bring them in connection with spiritual substance. Если вы хотите по-настоящему помочь таким людям, то дайте им связь с чем-то глубоким, вечным, существенным. That will give them some perspective and some relief. Это позволит им увидеть перспективу и принесет облегчение. Because we're only lamenting about the temporal world.
Потому что скорбим мы только о временном мире. The only way you can overcome that sort of grief and lamentation is by news of the immortal world and immortal identity. И единственный способ преодолеть эту скорбь, эту грусть, это получить новости, известия о вечном мире, мире бессмертия. Generally, people think philosophy is not useful in any practical way. Обычно люди думают, что философия лишена практической ценности. But it comes at these times to help us with our grief. Но именно в такие моменты философия приходит к нам на помощь, чтобы справиться с печалью. So we're told, one who accepts this world as all in all, they'll have to grieve, lament. И тот, кто считает, что этот мир – это все, что есть, то такой человек будет обречен на скорбь и страдания. But one who becomes educated about the prospect of life beyond this world, they'll be unaffected ultimately by what happens here. Но тот, кто получил образование, узнал о перспективе жизни за пределами этого мира, то такого человека любые события этого мира уже не будут затрагивать. Who from we're getting this news from Gurudeva, and when a die to live moment comes? Means revealed truth coming from Krishna to the agents, his agents, Shastra, Guru, Vaishnav. Новости из мира вечности подразумевается истина откровения, то есть шастры, садху, гуру, вайшнав, уполномоченные посланники высшей реальности. And when you say die to live moment, that means if you want to make progress, you cannot remain as you are. А еще вы спросили о том, что такое, когда наступает момент умереть, чтобы жить. Речь идет о моменте, когда вы начинаете иначе смотреть на себя. The idea of Vedic sacrifice is you offer yourself into the fire of sacrifice and come out anew. Идея ведического жертвоприношения – это что ты себя вручаешь огню жертвоприношения и выходишь из него, рожденный заново. So sometimes Srila Guru Maharaj would say, progress means elimination and a new acceptance. Иногда Шрила Гуру Махарадж говорил, прогресс означает отвержение старого и принятие нового. And like food, hungry, healthy, we ingest what is vital and eliminate what is non-essential. Как пища, необходимая для поддержания жизни, мы впитываем из нее полезные для жизни элементы и отвергаем то, что не полезно. That's a dynamic, vital position. Это динамический процесс жизни. So how often should you be hungry? Тогда вопрос, а как часто я должна чувствовать голод? Every day. Каждый день. So spiritual hunger, earnestness to make progress, to advance. Речь идет о духовном голоде, о рвении двигаться вперед каждый день. Hare Krishna. Yes. Делать тем преданным, которые далеки от общества, матки, далеко расположенные, в других городах, разных странах. Они в одиночестве находятся. Как им развиваться, как общаться? What should do devotees who are in situation when they're in remote corners of the world, far away from Mata, etc.? How can they develop? When you're in a situation like that, you need to read more. Когда вы оказываетесь в таком положении, то вам нужно больше читать. Put more emphasis on the scriptures. То есть уделять больше внимания чтению Писаний. Hare Krishna. But what about association with superior devotees? Well, now we have the internet. Ну, сейчас перспективы есть благодаря интернету. So even people in remote places, they also have internet. Даже у людей, живущих в далеких уголках, есть интернет. There's so many broadcasts we have.
У нас есть много каналов, в том числе on живого our various вещания, websites. на разных веб-сайтах. It's a great, it's like digital sadhu sangha. Поэтому это замечательно, что сейчас у нас есть цифровая садху-санга. Hare Krishna.